Марианская впадина — самое глубокое место на планете. Почти 11 тысяч метров вниз, в царство вечной темноты, чудовищного давления, которое может раздавить человека за мгновение, и странных обитателей, будто сошедших со страниц научной фантастики. До недавнего времени это место оставалось тайной, скрытой под толщей океана. Но все изменилось. Сейчас одна страна, Китай, стремится установить полный контроль над этими глубинами, и не ради науки. Китай разворачивает целые флотилии подводных автоматов, строит глубоководные базы и методично присваивает себе все, что находится на дне океана. За последние 5 лет страна вложила более 62 миллиардов долларов в морские исследования. Больше, чем все другие державы вместе. Было основано 14 новых исследовательских институтов, нанято свыше 1200 ведущих океанологов и инженеров. Запущено 49 глубоководных миссий. Их новый центр абиссальных исследований в Циндао занимает территорию 250 гектаров, оборудован суперкомпьютерами, способными в реальном времени моделировать поведение океана. Китайская корпорация CSIC построила специализированные верфи для сборки глубоководных систем. Каждый месяц сходит по одному новому автономному роботу. В Шанхае открылась крупнейшая лаборатория подводной робототехники, где трудятся около 900 инженеров. Пекинский университет запустил уникальную программу подготовки специалистов по подводным технологиям, ежегодно выпуская до 550 инженеров новой генерации. Пока США урезают финансирование научных экспедиций, Китай движется в глубины быстрее, целеустремленнее и агрессивнее, чем любая страна в истории. И то, что они находят в недрах океана, меняет все. Марианская впадина — это гигантская подводная трещина в западной части Тихого океана к востоку от Филиппин. Она простирается на 2600 километров в длину и 70 километров в ширину. Если бы гору Эверест опустить в эту впадину, ее пик все равно оказался бы на 2 километра ниже уровня моря. Путешествие ко дну — это путь через несколько разных биосфер, каждая со своими законами. На поверхности — привычный мир кораллов, теплой воды и стай рыб. Температура — 28 градусов. Свет проникает до 80 метров, поддерживая экосистему. Здесь живут дельфины, акулы, скаты, тропические рыбы. Но уже на 200 метрах начинается сумеречная зона. Свет исчезает, давление возрастает в 10 раз. Здесь живут странные рыбы-змеи длиной до автобуса, прозрачные медузы и светящиеся кальмары. Температура падает до 4 градусов. Уровень кислорода снижается до 0,5 мг на литр. Именно здесь китайские исследователи впервые зафиксировали аномалии. Сильные магнитные поля, не соответствующие известным геологическим данным. Роботы фиксировали до 2000 нанотесла, в 20 раз больше нормы. На километровой глубине — зона полной темноты. Давление в 100 раз выше атмосферного. Здесь обитают гигантские кальмары с глазами размером с футбольный мяч, рыбы-удильщики и медузы с телами в форме шара. Некоторые организмы способны проглотить жертву больше собственного тела. Именно в этой зоне роботы начали регистрировать движение огромных объектов. Не хаотичное, а организованное. Некоторые из них достигали скорости 3 км в час. Официально Китай называет это подводными оползнями, но внутренние документы говорят о четких траекториях. На глубине 4000 метров начинается абиссальная зона. Температура — 2 градуса. Морское дно покрыто илами, которые хранят историю океана. Китайские буровые платформы извлекли ил, которому 50 миллионов лет, и в нем были живые микроорганизмы.
Эти древнейшие бактерии питаются метаном и сероводородом и могут быть ключом к новым медицинским прорывам. На глубине 6000 метров — ходальная зона. Только несколько аппаратов в истории достигали ее. Давление эквивалентно весу 50 слонов на каждый квадратный сантиметр. Живут тут прозрачные амфиподы, ракообразные, питающиеся морским снегом. Их клетки уникально адаптированы к экстремальному давлению. На самом дне, почти на 11 тысяч метров, китайские аппараты обнаружили гигантские подземные пещеры, уходящие в глубины морского дна на десятки километров. Некоторые из них достигают объема более 50 кубических километров с системой разветвленных туннелей и сводов, простирающихся в стороны и вниз. Температура внутри этих полостей достигает 400 градусов Цельсия. Несмотря на это, зафиксированы устойчивые потоки газа, выходящего из стен пещер, содержащего метан, сероводород и редкие изотопы гелия. Сейсмические датчики зафиксировали регулярные вибрации на частоте 7,83 Гц, что совпадает с резонансной частотой Земли, известной как резонанс Шумана. Эти импульсы, по мнению некоторых ученых, могут свидетельствовать о наличии неизвестных геоэнергетических процессов, либо даже о неких естественных механизмах передачи энергии внутри планеты. Появились гипотезы, что пещеры служат древними геотермальными каналами, связанными с магмой, или являются частью обширной системы природных дыхательных клапанов Земли. Китайские специалисты направили в пещеры автономные зонды, оснащенные термостойкими камерами и спектрометрами. Внутри обнаружены не только необычные геологические структуры, полированные поверхности, идеально круглые отверстия и идеально выровненные своды, но и признаки биоактивности. На раскаленных стенках пещер фиксируются колонии бактерий, устойчивых к экстремальному теплу и токсичной среде. Эти организмы не просто выживают, они активно перерабатывают минеральные соединения, используя неизвестный метаболический путь. Если подтвердится связь этих пещер с магматическим ядром планеты, это станет одним из самых поразительных открытий в истории науки и, возможно, откроет путь к новым источникам энергии, а также пониманию внутренней жизни нашей планеты. Самое поразительное — структура этих пещер напоминает искусственные сооружения. Есть уровни, шахты и полости, будто вырезанные по плану. Внутри обитают ксенофиофоры — одноклеточные организмы размером до 20 сантиметров, живущие столетиями. Погружение людей — редкость. Первым достиг дна Марианской впадины в 1961 году инженер Жак Пикар вместе с капитаном Доном Уолшем. Позднее, в 2012 году, режиссер Джеймс Кэмерон совершил одиночное погружение. С 2018 по 2023 год глубину посещал Виктор Вескова. Но все изменилось в 2020 году, когда Китай отправил экспедицию на аппарате Фэнdoу с титановым сплавом нового поколения и автономными системами. Были созданы сферические капсулы, выдерживающие давление 1100 атмосфер. Внутри — автономные ИИ с квантовыми чипами, охлажденными до почти абсолютного нуля. За 4 года страна развернула 240 таких модулей по всему Тихому океану. Самый передовой робот — дракон глубин, весом 45 килограммов, но с возможностью поднимать 500 килограммов и бурить до 30 метров. Его сенсоры способны распознавать молекулы, а система самовоспроизводится. Он может создать копию себя за 72 часа. Есть рой-сборщики, бурильщики, охотники и мимики. Последние имитируют морских существ, маскируясь под окружающую фауну. Их оболочка — программируемая материя. Самый секретный проект — Левиафаны,
Роботы размером с автобус, способные строить и размножаться. Один такой может создать флот за несколько недель. На дне залежи метановых гидратов. Энергии хватит на 500 лет. Китайцы научились добывать их безопасно, подогревая участки лазерами. Также на дне залежи редкоземельных металлов и полиметаллические конкреции. Китай строит подводную базу Тяньлун на глубине 2000 метров с ядерным реактором на Тории, системами жизнеобеспечения, гидропонными фермами и квантовой связью. Однако под толщей ила скрывается нечто более опасное. В 2024 году китайские роботы нашли кладбище радиоактивных бочек, более 50 тысяч штук, захороненных по сетке. Радиация превышает норму в 15 тысяч раз. Многие контейнеры уже разрушены. Ближайший сейсмический разлом активен. Симуляции показывают, землетрясение разрушит 30 тысяч контейнеров сразу, радиоактивные массы попадут в океан. Поднять их невозможно. При подъеме они взорвутся. Построить саркофаг — $1 триллион и 50% риска. Радиоактивное заражение уже началось. В рыбе и водорослях обнаружены изотопы. Следующее землетрясение — вопрос времени. Если это произойдет, заражение охватит весь океан. Человечество может потерять морские экосистемы навсегда. И, возможно, это только первая могила из многих, скрытых в темноте, которую мы еще не осветили. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.